Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Великі проблеми в тимчасово окупованому Криму та на території Російської Федерації. Там все відбувається так, як Путін хотів проти нас. Блекаути і буферні зони створюються. Немає жодних проблем, так видається, у Дональда Трампа. Вижив, і слава Богу, і не тільки дає великі розгорнуті інтерв'ю в своїй резиденції в Мар-а-Лаго, яка просто сяє від кількості багатства і віри у щасливе майбутнє. Які ж заяви робить? Про це не тільки будемо говорити просто зараз. Ірина Узлова мене звати. Зі мною традиційно щобудня Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Борисе, привіт, раді бачити. Слава Україні! Вітаю, героям слава! З вчорашнього вечора біда прийшла не світлова, а темна на територію тимчасово окупованого Криму та до Ростовської області. Не тільки взагалі південня Російської Федерації непокоїться через відсутність електроенергії. Треба ж, хай відчують, як живемо ми. Ялта, Алушта, Судак, Феодосія, Керчь. Окупований Крим залишився без світла через аварію на Ростовській АЕС. Судаку було неспокійно. Окрім того, до кінця відключення електрики напередодні були введені в Дагестані, Кабардино-Балкарії, Ставропольському краї. Також була аварія на Гусиноозерській ГРЕС у Бурятії. Понад 115 тисяч жителів регіону залишилися без світла. О, як добре! Чи значить це, що це просто працює Божа кара і не тільки? І тепер Росія занурюється у темряву, так як вони занурюють і хочуть далі занурювати нас? Тут самое интересное, что, да, действительно, наши дроны долетают и попадают в энергетические объекты российские, но они менее часто, чем в объекты, которые связаны с нефтегазовой отраслью. Но вот что произошло в России? Подключалась там куча регионов. У них вышел просто из строя один из энергоблоков, из 4 энергоблоков Ростовской АЭС. Она запитывает фактически весь юг. И она же запитывает Крым. То есть я просто напомню, что когда, это я себе освежал память, что когда был аннексирован Крым, он только на 30% был обеспечен собственной электроэнергией. Да, даже и 30% не было. И тогда был подписан договор, что Украина поставляет электроэнергию в Крым, пока Россия строила энергомост Кубань-Крым. И вот у меня очень много вопросов к тем, кто... понятно, что там наши граждане, все дела, но потом кто-то решил просто, что... А чего? Крым милитаризируется. В том числе и электроэнергия поступает на российские военные базы, на захваченные объекты. Поэтому кто-то решил и подорвал, помните, опоры ЛЭП, и России пришлось в ускоренном режиме строить. Так вот, я к чему это все веду? Сейчас вы поймете, почему выходит из строя и почему это важно. Помните, еще был скандал в Крыму с турбинами Siemens? Чтобы запитать полностью Крым, чтобы он себя мог обеспечивать, решили построить 2 ТЭЦ. Одну в Севастополе, Балаклавскую, в которую прилетала уже, а другую в Симферополе. Именно на эти 2 теплоэлектростанции россияне фактически украли 2 турбины Siemens, которые они с материковой России привезли. Siemens тогда возмутился и сказал: вы тут все под санкциями, в Крым не имеете права поставлять турбины. Что сделали россияне? Сначала они врали, что они продали на вторичный рынок эти турбины, а потом кто-то их купил. Такой тупой ход, конечно. Потом они, придумали версию, что это турбины, да, там есть запчасти иностранные, но они модифицированы российской, и даже сами себе справку выдали, сертификат. Что, мол, мы там внесли какие-то изменения, теперь это не компании Siemens продукция, а там какой-то российские там силовые машины или кто-то еще. То есть они переклеили наклейку, грубо говоря, и сказали, конечно, никаких изменений они туда своими кривыми руками не вносили. Так вот, это я все к чему веду. Не смогли россияне обеспечить строительство необходимых теплоэлектростанций без западного оборудования. Все равно затащили туда турбины Siemens. Siemens в 2022 году ушел из России. И это еще не все. Вот сейчас я перехожу как раз к атомным электростанциям. Россияне строят, мы знаем, АКУЮ это в Турции атомную электростанцию строят, и ПАКШ в Венгрии. Так вот, Siemens заблокировал туда передачу своего оборудования
И эти атомные электростанции, точнее их же Росатом строит, и Росатом не знает, что делать. Это я к чему все веду? К тому, что выход из строя оборудования атомных электростанций ровно такая же самая ситуация, почему падают так называемые российские сухой суперджет. И там западные детали пытаются их чем-то заменить. Вот недавно этот сухой суперджет упал 100. Почему? Потому что французские детали меняли, криворукие не так поставили. Ну или меняли на какие-то аналоги свои или китайские. И в общем вот он и упал. То есть по факту великие Росатомы, естественно, не могут работать без западного оборудования. Даже если они украли. Кстати, почему, знаете, на ПАКШ и на АКУЮ не хотят поставлять Siemens? Потому что думают, что хитрозадый Росатом возьмет поставленное оборудование, распределительные вот эти системы и там что-то еще, и к себе туда утащит в Россию, в свое вот это болотное гнездо, как ворона. То есть, получается, западные компании подозревают, что у россиян критически важные заканчиваются запчасти, в том числе для атомных электростанций, для других различных сфер. И они под видом поставок на зарубежные объекты будут красть их себе. Вот в чем суть. Поэтому я всегда, в последнее время часто, по крайней мере, об этом говорю, чем дольше действуют санкции против России, тем больше будет вот таких техногенных, и катастроф, в том числе и выходов из строя блоков и всего чего угодно. Потому что сами россияне производить научились только оружие, и то в нем компонентов достаточно западных. Прекрасно. Чим більше в них проблем, тим краще в нас настрій. В Білгородській області у Нестещева Гладкова знову настоящі проблеми. І на третій рік повномасштабної війни там додумалися до, як вони вважають, кроку, який убезпечить їх від чогось. Каже, буде тепер у нас обмеження на в'їзд, виїзд, і не тільки перевірочки. Чим же занепокоєний і стурбований Гладко, про що він говорить, давайте послухаємо. На въездах в села, в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты. Нести в них будут службу представителей силовых структур. Мы поставим бетонные модульные укрытия для обеспечения безопасности тех, кто будет нести службу. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, в эти населенные пункты будет запрещен. Если жители захотят приехать, то необходимо будет подать заявку главам сельских поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будем только взрослых мужчин в бронированных автомобилях с рэбом, в индивидуальных средствах защиты, бронежилетах и касках в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны. А вони думають, що це якось їм допоможе? І чого всполошилися, Борисе? Так это же та самая санитарная зона. То есть, насколько я понял, Путин ее в свою сторону начинает строить. Туда никому не въезжать, только на бронированных автомобилях с системами РЭП. А чего всполошились? Да потому что полностью уже не контролируют ситуацию в некоторых, как минимум в приграничных регионах. Я не знаю, сколько и куда там уже эвакуировали россиян. По крайней мере, с детьми точно повыезжали. Есть какая-то программа, кстати, их в Крым везли, в том числе, повезли в более безопасное место, называется. В общем, и самый, понимаете, парадокс в чем? У них всегда немой вопрос в глазах. А нас за что? За что нас? Мы что? Что-то делали? То есть они не понимают до сих пор. И они считают, что Россиюшку с колен. Они считают, кстати, что если Путин перестанет воевать, то тогда России не станет. То есть Путин через свою горизонтальную и вертикальную пропагандистскую эту систему, он просто пропитал россиян именно этим тезисом, что если это священная, как говорил Гундяев, война прекратится, закончится,
то Россия перестанет существовать. Потому что они реально думают, что они воюют за свою страну, за свое будущее и так далее. Но тут и надеяться на какие-то бунты, возмущения. То есть они с лютой ненавистью, вот им прилетают в Белгород, в Шебекино, еще куда-то, они лютой ненавистью ненавидят нас, что мы такие, значит, злобный киевский режим, варварский, их ни за что, ни про что обстреливаем. Потому что они только по военным объектам, как они сами думают. Все эти ракеты, у них уже там куча расследований вышло, что там американские ракеты специально в Ахмаддет прилетали и так далее. Тут, кстати, даже след Украины... забыл вам сказать, наш беглец-то наш нашелся, проявился, это Медведчук. Да. І Він не просто так на весь світ прославився, листа цілого написав Дональду Трампу і каже, український слід у замаху на вас він побачив. Згадав там інтерв'ю Буданова для New Voice, де той говорив про замахи на Путіна, хоча не підтверджував, що ми якимось чином до них взагалі причетні. А що це за такий новий писак? А що всі пишуть листи? Орбан, Медведчук, прям не зупиниш. Но эти писатели, они, знаете, как старые добрые времена, это как ее чернильница из хлеба, надо им вот привыкать, чернильницу из хлеба, молоком писать, потому что в скором времени попадут, как минимум, Медведчук. У него против него санкции. Это хорошо, что у Путина есть такой Медведчук. Почему хорошо? Во-первых, хорошо, что мы его обменяли на наших ребят. Во-вторых, нам бы побольше таких вот обменного фонда уровня Медведчука. И в-третьих, почему хорошо? Потому что Медведчук, он тоже волшебник наоборот, как Путин. Если добрая фея прикасается, значит, к чему-то страшненькому и ужасненькому, и оно превращается наоборот, расцветает, красивым становится, то это два волшебника наоборот. Они, простите, в субстанцию одну превращают, все, к чему прикасаются. И Медведчук, он же полез в Европу коррумпировать политиков европейских. Залез туда, вскрыли скандалы, расследования, правых там уже пророссийских на допросы вводят, уже обыски у них в офисах. То есть вот хорошо, что за дело взялся Медведчук. Он точно гарантированно все завалит. Но письмо, конечно, он написал Трампу и нашел украинский след. Абсолютно полный неадекват. Я не знаю, как пример Киева им... потому что российские пропагандисты и предатели, у них судьба одна. Даже если они думают, что могут избежать суда, то суд, как говорится, службы Божьей никто не отменял. Поэтому, как говорится, Аннушка уже разлила масло, как наш киевский писатель Булгаков писал. Якого вони, звісно, приписують собі, як і всі достоинства, яких у них немає. І думаємо, що що розлила, і вони всі на ньому назавжди підсковзнуться, і доля їхня буде відома. Ми от говоримо, що санкції працюють, і що через це у росіянчиків проблеми з електроенергією, а також з літачками, з сухими суперджетами, які взагалі не супер, і їм живеться непереливки. А от кандидат уже офіційний у президенти Сполучених Штатів Америки від республіканської партії Дональд Трамп вважає і інші, каже, я взагалі не розумію санкцій, не люблю, і розглядає варіанти пом'якшення санкцій не тільки. Трамп дав велике ексклюзивне інтерв'ю для видання Bloomberg Business Week, воно просто там безмежне, відбувалося в його резиденції в Мар-а-Лаго, де був, до речі, і Орбан з візитом нещодавно. Нагадаю, що він будує там, наприкінці червня спілкувалися з ним, будує плани свого резидентства наступного, як він хоче, в позолоченій резиденції Мар-а-Лаго. Кажуть, що там в вітальні стоїть ціла така вежа із червоних повітряних кульок, яка всіяна велетенськими, гігантськими золотими літерами з написом 47. Я нагадаю, що Трамп був 45-м
президентом, який хоче стати 47-м. Це такі подарунки від місцевих прихильників, від оцих, очевидно, таких затятих трампістів. І в нього там є червона кепа з написом в стилі мага «Трамп був правий в усьому». Ну, говорить і про бізнес, про те, що трампономіка – це низькі процентні ставки, податки, все буде добре. Вважає своє і економічне послання одним з найкращих. Говорить про тарифи, налоги, податки. Говорить про Путіна, але так, ну, доволі неоднозначно, про те, що санкції точно він вважає не надто ефективними. А що нам треба розуміти з таких от меседжів? Чи є тут щось нове для Трампа? Ну і наскільки зараз, взагалі, враховуючи непередбачуваність його поведінки, треба брати близько до душі, серця і аналізу ті заяви та прогнози, які він робить щодо своєї майбутньої поведінки, зокрема і щодо Російської терористичної федерації? Ну, дело в том, что Трамп, он сказал, то он ничего нового не сказал. То есть санкции мне не нравятся, потому что есть там другие способы, есть, скажем, и торговые ограничения правильные. Трамп в этом деле большой специалист. Как лишить денег? Он не так давно заявлял, что я лишил денег Ирана, я умею это делать. Он так и, на самом деле, так и было. То есть как? Не обязательно только санкциями действовать. То есть можно другими способами. То, что он пытается, ну, я не знаю, почему начали трактовать, что он хочет снять с России санкции. Он просто, может, не считает это эффективным инструментом. Возможно. Ну и плюс он сказал то, что говорил всегда, что Китай – это главный враг для него. Вот в чем фишка. Поэтому я бы сильно не смотрел на заявление Трампа не президента еще. Я бы уже, наверное, смотрел, когда он станет президентом. Большая доля вероятности есть, и я думаю, что это произойдет. И еще раз подчеркну, что Трамп не против Украины и не за Россию. Трамп исключительно преследует интересы Соединенных Штатов. Если ему нужно поссориться с Европой, ну, еще внимательнее он смотрит на деньги, которые Соединенные Штаты тратят. Если они тратят их много или несправедливо, по его мнению, то ему плевать на какое-то там общественное мнение. Вот много тратим, все, до свидания, сворачивайте зеленую энергетику, это миф, давайте своих леваков убирайте, США не будет за всех платить. Вот так оно примерно звучит. Или то же самое, европейская безопасность. Почему США платят за вашу европейскую безопасность? Давайте свои бюджеты оборонные увеличивайте. Поэтому, конечно, для нас будет, скорее всего, очень понятный вектор. Европа должна больше платить Украине в этой войне, помогать. Потому что это их касается. Мы тут за океаном, у нас другие проблемы. Вот так оно будет выглядеть все. Но мы же уже знаем, что оно так, скорее всего, будет выглядеть. И мы же уже можем и включить многослойные разные лоббистские уровни. И есть куча путей, которые нам нужно использовать, в том числе и там по религиозной линии. И много есть инструментов влияния, инструментов проработки. И я в свое время изучал, как Польше удалось попасть в НАТО, Соединенные Штаты тоже были против, как они целый десант засылали, который там больше года, может даже и 2, сидел в США, играл с кем нужно в гольф, там с кем нужно переговоры проводил, пока не довели до логического завершения и не было принято решение, что Польша достойна. То есть это кропотливая работа, это не так вышел, там, примите нас. Это со всех сторон должны сказать. Может быть, этому президенту, может, следующему. Поэтому вот так вот. Тим часом влада штатів отримала розвіддані від інформованого джерела про заговір Китаю, змову з метою замаху на екс-президента Трампа, який хоче стати next. За їхніми даними, водночас розвідки немає ніяких ознак того, що якраз Томас Меттью Крукс був пов'язаний якось з цією змовою. Водночас видання Політіко повідомляє нам про те, що розвідка штатів отримує все більше доказів того, що Іран активно працює над новими планами вбивства Трампа,
Трампа напередодні виборів у листопаді і заявили, що в найближчі тижні може бути більше замахів на його життя. Іран, що це за погрози з боку Тегерана? Ось такі, наскільки їм Трамп не згодний. Хто може бути в цій змові? І чи не може це бути елементом, ну, теж передвиборчої кампанії і підняття градусу зі сторони самих республіканців? Ну, я думаю, что это месть за генерала Сулеймани. Корпус стражи исламской революции до сих пор не может простить уничтожение своего лидера, которое санкционировал Трамп, я напомню, с беспилотников. Приземлился только в Ираке. Сулеймани с сопровождением сел в кортеж, и американские беспилотники просто уничтожили. Я думаю, что они давно вынашивают эту месть. То есть тут религиозные фанатики, помноженные на жажду отомстить. Но просто вот сейчас, после покушения на Трампа, все увидели, что можно просто взять в 100 метрах, залезть на какую-то будку, ну, точнее, на помещение с ружьем средь бела дня. Люди ходили, полицейских предупреждали. Это повезло, что вот этот вот стрелок оказался неметким. Ну, это очень повезло. Потому что если бы стрелял какой-то отставной военный, снайпер, знаете, как в фильмах, там, то там бы не промахнулся бы со 100 метров, если бы с хорошей оптикой, с хорошей... Ну, то есть, поэтому, конечно, я думаю, сейчас посмотрели, ну, а что, тут секретная служба вообще есть или нет? И я думаю, Иран, да, вынашивает эту месть. Иран также понимает, что в Иране понимают, что придет Трамп, он опять их без денег оставит. И он знает уже все эти инструменты, он знает все эти болевые точки. Так что вот чего они опасаются. В інтерв'ю CBS News чинний президент США Джо Байден говорить про те, що знятися з президентських виборів, які пройдуть цьогоріч, він може лише, якщо в нього будуть проблеми зі здоров'ям. Каже, якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі прийшли і сказали, що у вас така проблема. Да? То він казав, що якщо він сигнал від Господа Бога почує, то може він зніметься. То ось так. Ну, а все-таки інших аргументів ніяких для Байдена вже не знайти. Ви думаєте, Борисе, що це вже остаточна кандидатура, яку затвердить з'їзд Демократичної партії офіційно? Чи як? Чи можуть якісь ще може бути вплив? Да, я думаю, что уже поздно менять. И тем более, если поменять Байдена, это раскол внести в демократическую партию серьезный. Там одни хотят, другие не хотят. То есть, ладно уже, давайте, там, может, спонсоры какие-то не дадут денег, но так вот. Вопрос в другом, что значит проблемы со здоровьем? Это прям конкретно проблемы, что ты встать уже не можешь, ходить или какие? Які ще, да, я теж не розумію. Да, ну, я, во-первых, подчеркну, с уважением и к Байдену, и к Трампу отношусь. Для своего возраста выглядят шикарно оба. Но меня всегда вот эта история поражала. Эта история, знаете, очень напоминает какие-то вот эстрадные мафии, когда там деды уже засели, которые в позапрошлом веке пели, и молодежь не пускают. Ну, не только, да, в эстраде такое бывает. Поэтому дайте дорогу молодым уже. Хотя вот мы видим, что Трамп вообще бодренько и от пули увернулся, и ведет себя бодро. Большой очень риск дебаты накануне выборов. Вот это будет, если Байден с ними не справится, или если каким-то образом попытается не попасть на эти дебаты, это все будет. А если попадет и проведет их так, как первый, то это будет сразу и раскол, мы же вам говорили, и так далее. Ну, в общем, грядет кризис в демократической партии. Ого, а вони це ж розуміють і усвідомлюють, але фактично в них як зараз така тупикова ситуація, чи що би можна було зробити, щоб з цього вийти? Ну, то, что можно было сделать, нужно было делать еще год назад, как минимум. То есть нужно было и кандидатов готовить, и информационную политику правильно проводить. Ну, чего уж, знаете, все мы задним умом, все мы хороши, но вот довели до того, до чего довели. Мне это показывает, что политические, ну вообще глобальные тренды, приход правых, леваки, там, которые уже скоро не знают, что требовать, популисты. Мне кажется, что
в скором времени из-за того, что у нас меняется восприятие, ну, условно говоря, аудиовизуальный контент, клиповое мышление, быстрое восприятие, отсутствие анализа, нежелание анализировать. В скором времени вообще нам там правый популист – это будет лучший кандидат. Но посмотрим. Будемо дивитися однозначно. А до речі, Борис Джонсон вірить, що Трамп за демократію, за Україну буде нас підтримувати. Віримо і ми? А что нам остается? Ну, вашу позицію ми, в принципі, то, як і нашу, знаємо. Ну, ми нічого не можемо виключати зараз, да, і щоб не ходити по колу. Будемо вірити, будемо працювати. Ну, і теж і від нас теж багато чого залежить, правильно? Налагодження комунікації і не тільки про що ми зазначили, так? Так от нас очень много зависит, и у нас достаточный инструментарий для влияния. Поэтому нужно использовать. Будемо використовувати. Сподіваюся, за призначенням. Борисе, дуже дякую вам за те, що ви знаходите час. Дякую за ваше аналітичне фахове мислення і взагалі за вашу роботу. Тож до зустрічі вже завтра. На все добре. Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Ірина Озлова була з ним. Підписуйтеся, будь ласка, друзі, на ютуб Бориса. Там ще більше аналітики, ще більше роз'яснень. Тізенгаузен великими синіми літерами. Активне посилання прямо під цим відео. Побачите його точно і одразу. А на ютубі Бориса побачите ще більше. І на ютуб 24 теж, будь ласка, підпишіться. Саме ваша підписка, активність, коментар та лайк дозволяють нашим розмовам просуватися його просторами. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.